А вот очередной придомовой такой садик-огородик, садик, который мы вам показывали ранее весной. Посмотрите, как он преобразился. Вот вам и барбарисы, какие красивые сорта. И гортензия на штамбах уже листья выпустила. И луки расцвели шикарные. И хвоя. На хвойных растениях везде молодые побеги дала. Розы штамбовые тоже уже как выросли хорошо. Посмотрите, как красиво. Тут ухаживает. Ага. За этим всем ухаживает очень пожилой дядечка. Мы видели, как он здесь все эти растения поливал, прорывал травку, подсыпал кору. Посмотрите, как красиво. Посмотрите, какие азалии, рододендрончики. Ну просто великолепно. Сколько это труда, и денег это очень даже немало. Ну смотри, как красиво. Штамбовые формы хвойных растений тоже замечательные. И это все возле дороги, никто не лезет, Да. выкапывать лопатой. Маленький такой заборчик здесь есть, да, и никто сюда не лезет выкопать. А все эти растения стоят очень недешево. Особенно вот эти штамбовые формы хвойных растений, да и не только, и гортензии, да все растения. Это все стоит ни копейки. И этот сад, он на несколько, я так понимаю, хозяев, потому что вход есть и на один балкон, и на другой балкон прямо отсюда. А как хорошо деревья оплел плющ, посмотрите. Весь ствол оплетенный, а там вообще как арка И получилась. дикий виноград. Очень красиво. Замечательно. Молодец, дядечка. А вы говорите, некрасиво. Ну, есть такие зрители, которые критикуют, что такие посадки не соответствуют ландшафтному дизайну. Дизайнеров. Да. Человек делает для себя, для души. Как может, так и Да. делает. Как может, так и делает. Кому Главное- не нравится, пускай не главное слово смотрит. «делает». Да. Главное слово делает, а не критикует и не сидит там на лавочке под подъездом и не бездельничает. Ой, и вот тоже какой красивый участочек. Бегония так хорошо смотрится в Это приствольном маленький- круге. Маленький тролль. Маленький тролль, да, маленький Да, тролль, возле башмака. башмачки. Здесь люди вообще заморочились со статуями, с фонтанами. И фонтанчики есть, да, Там не работает, по-моему, а вон там и статуи. машинка. О, и в ведерке. Что ли сделали. В ведерке высажены анютины глазки. Посмотри, как интересно. Фонарик. Люди с любовью и с выдумкой ко всему к этому отнеслись. Большие-большие молодцы. Очень приятно смотреть. Есть что вам показать, Да, полюбоваться. посмотрите, да. Как все красиво становится, когда уже весна. Все зеленое, яркие краски появляются. Очень интересно. Пошли вперед. Вот так Не спеши. Ага. начинают преображаться клумбы возле многоэтажных домиков. Смотрите, впереди какая красивая клумба. Она была такая невзрачная весной, и сейчас какая красота, сколько ирисов, какая прелесть. Ой, а там гвоздика розовая посредине, тоже какая красивая, целой полосой. А И пахнет, как. Вау. ну, и лихнес вот розовый, махровый, какой Жаль, не можем красивый. передать этого запаха. И гейхеры. Посмотрите, с какой любовью люди заботятся о своем этом участочке. Сколько здесь ирисиков. Очень красиво.
А еще больше расцветет этот лихнес, и будет вообще красота. А тут вот кто-то потоптался или свалился сюда, посмотри, все Кот упал. сломалось. Жалко. Ну, очень красиво цветет. Много. Вот когда много посажено одного и того же сорта или одного и того же цвета, смотрится замечательно, когда вот такие вот групповые посадки. Вот такая вот красота. А на соседней клумбе вот те ели и бересклеты, и на штамбе, видите, и вот это вот кустовые такие, ярко-желтые они стали, красивые. Вам показать, как весной украсили люди уже свои приусадебные участочки возле своих тут частных домов. Смотрите, какие интересные почвопокровные растения высадили. И калибрахау вижу, и что-то из очитков, и тимьян цветет уже. По-моему, это тимьян, может, я ошибаюсь. И гвоздичка уже цветет. И очень красивый каштан с розовыми цветами, видите? Ну, такой небольшой приусадебный участочек и так хорошо оформлен. Пойдем дальше. А вот здесь так оформлено. Внутри двора рододендрон шикарный цветет. Вот такой вот бук красивенный. А посмотрите, какая красивая сосна. Уже молодые побеги пустила, и какие у нее шишки. Посмотрите. А хвоя какая длинная и мягкая. Видите? Вот размер. И она вся такая. Красота. И вот рядом тоже прирост молодой пошел. Какого голубо-зеленого цвета, да? Красивое тоже хвойное дерево. А вот, посмотрите тоже, какую клумбочку люди сделали. Клематис какой красивый. Смотри, как все оформлено. Фонтан. Да, много всего высажено. Ну а что человеку делать, если у него маленький участок, а все хочется посадить, да? Смотрите, и фонтанчик даже есть. А это уже соседка делала. Да, это, Соревнования. да, а это соседний уже участочек соседка делала. Тоже, посмотрите, красиво. Так все миленько. Да, даже вот видишь элементы садового дизайна. Арки для клематисов, для вьющихся роз. Вот арка. Рододендрон такой красивый цветет. Очень красиво. Молодцы люди. Заботятся так о своих участочках. Красота. Вот тоже красивый участочек. Очень красивые ели здесь, молодую хвою уже пустили. Смотрите, ярко-зеленая, красивая такая. Очень красиво. Вот красивая. Ага. А вот какой красивый сад у кого-то возле дома, посмотрите. Какие скульптуры тут стоят на постаментах. Сколько хвойных растений. Дорожки, выложенные камнем. А вот это вот, как пергола называется, наверное. Ну да. Такая, типа Да. беседки. Подвесочка. Анютины глазки. Здесь сирень. Посмотрите, тоже как интересно. Люди тут все сделали. Гляньте. Там вдалеке такая стриженный газон везде. Красиво, очень красиво. Молодцы большие. Вот такой вот красивый здесь участочек тоже есть. Такой вход.
в дом. Тоже украшен различными хвойными растениями. Очень красиво. Вот такой вот сад красивый. Мухомори даже выросли. Да, тут по краю хосты, разные сорта. Как вкусная такая хоста. И сирень так пахнет, просто прелесть. Красивый сад.